Всем привет! Полевой командир боевиков ДНР Александр Ходаковский, о котором я часто рассказывал в своих предыдущих видеороликах, написал у себя в телеграм-канале пост, в котором открыто признался, что армия РФ специально подвергла Мариуполь тяжелейшим разрушениям, чтобы сберечь своих военных. То есть они решили разрушить город, чтобы уберечь личный состав. При этом Ходаковский также заявил, что подобную тактику российские военные будут применять и в дальнейшем. И, соответственно, другие города Донбасса ждет та же судьба, что и несчастный Мариуполь. Их собираются просто превратить в руины. Таким образом, Ходаковский прямо предупредил, что армия РФ планирует на Донбассе масштабные военные преступления. Еще когда мы примирялись к Мариуполю и становилось понятно, что либо город, либо весь имеющийся личный состав, кто-то должен пасть, мы выбрали город. Мы исходили из того, что город можно отстроить, как отстроили Грозный, а людей семьям не вернешь, пишет Ходаковский. Правда, о десятках тысяч мирных жителей города, которые погибли при этом варварском штурме, Ходаковский ни словом не упоминает. То, что их семьям не вернешь, ему плевать. Для него это вообще не люди, они даже упоминания недостойны. Именно поэтому я все время и говорю, что захватчикам и тем, кто им служит, таким вот Ходаковским, им плевать на Донбасс. Они ненавидят этот регион, его жителей, это не пустые слова. Конкретные факты, их конкретные дела говорят лучше всяких слов, потому что люди, которые спасают, защищают жителей Донбасса, там, заботятся о русскоязычном населении, они не истребляют это население, не разрушают его города, они действуют по-другому. А эти занимаются конкретно истреблением, и они открыто пишут, что они и дальше с другими городами Донбасса будут делать то же самое, что они сделали уже с Мариуполем. Но главная мысль, которая не давала покоя: сколько еще впереди таких Мариуполей? Неужели с каждым так придется? И вот теперь мы у стен очередного города, которых впереди еще будет, принюхиваемся, присматриваемся и ломаем голову, как обхитрить судьбу, чтобы было как можно меньше последствий. Но где-то в глубине души уже зреет понимание, что, наверное, судьбу не обманешь, и придется все снова повторять, и потом опять, а после опять снова, пишет Ходаковский. Обратите внимание о том, что можно вообще не нападать, не разрушать мирный город, не убивать его жителей. Эти психопаты не задумываются вообще. Для них тупо нету такой опции. Они об этом даже не пишут. Вот сейчас, если мы проведем опрос на подконтрольной Украине территории Донбасса и спросим жителей, хотят ли они, чтобы их освободили от Украины, вот так же, как это сделали в Мариуполе, я убежден на 1000%, что там 97-98% местных жителей скажут: нет, конечно, не хотим, не надо нас так освобождать. Ну, кроме каких-то самых упоротых, может быть, каких-то фанатиков, там их 1, 2, 3%. Остальные нормальные люди скажут: нет, мы такого не хотим. Мы не хотим, чтобы наш город уничтожали. Потому что то, что сделали в Марике, это просто дичь. Ну, это просто не поддается никакому объяснению. Это военное преступление. Но фишка в том, что мнение людей уже никого не интересует. Если раньше россияне еще говорили, что они там освобождают Донбасс, помогают людям и так далее, то теперь они уже открытым текстом признают, что нет никакой помощи, речь не идет о помощи. Их цель просто захват жизненного пространства, и даже ценой превращения его в лунный пейзаж. Им не нужны заводы, не нужны предприятия. Ну, у них стоит цель просто захватить, разрушить, захватить руины, что угодно сделать. А если же жители Донбасса с этим не согласны, то тем хуже для них самих. Я думаю, вот эту информацию крайне важно распространить. Очень важно, чтобы это вообще во всем мире читали, во всем мире знали, и во всем мире понимали, что там на самом деле происходит и что на самом деле Россия делает с Донбассом. Поделитесь, пожалуйста, этой информацией, это очень важно. Распространите это видео и подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине.